Главные новости сегодняшнего дня. Большая потеря в мире российской культуры. Сегодня утром ушел из жизни заслуженный артист России, известный эстрадный певец Евгений Головин. Евгению Николаевичу было 75 лет. Евгений Головин активно гастролировал в 70-е и 80-е годы прошлого столетия в городах Советского Союза и в зарубежных странах. На одной сцене он выступал с такими мэтрами советской эстрады, как Лев Лещенко и Иосиф Кобзон. В Украине уже второй раз за последний год был арестован известный музыкальный продюсер, сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко. На этот раз 48-летнего мужчину обвиняют в ведении незаконного бизнеса в своей стране и соседних странах. По последним данным, сыну Софии Ротару грозит до 4 лет лишения свободы. Надо отметить, что София Ротару за последнее время пережила немало трагедий. Еще 1,5 года назад трагически ушел из жизни ее внук. Сегодня утром в Москву прибыл профессиональный боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов. Он будет новым сотрудником комитета Никиты Михалкова. Уже завтра 36-летний спортсмен вместе с другим сотрудником организации, актрисой Ириной Муравьевой, уезжают в важную командировку в город Калининград, где они будут проверять работу пенсионного фонда. Несмотря на спортивные навыки Хабиба Нурмагомедова, сотрудников организации будет сопровождать охрана. Сегодня большой праздник у начальника Следственного комитета Российской Федерации. Александр Бастрыкин получил новое звание. Теперь Александр Иванович является генералом юстиции Российской Федерации. Отметим, что Александр Бастрыкин работает в комитете с июня 2024 года. Александр Иванович полностью отдается работе и лично участвует в опасных проверках. Пресс-служба комитета сообщает о героическом подвиге, поступке настоящего мужчины, который совершил известный политический деятель Сергей Лавров. Сергей Викторович только вчера вернулся с важных переговоров, а сегодня утром произошло чрезвычайное событие. Чрезвычайное событие произошло при въезде на Дубнинский мост, где проезжал служебный автомобиль Сергея Лаврова. Сергей Викторович Лавров вовремя заметил, что при въезде на мост застрял пассажирский автобус, который находился в крайне опасной ситуации и мог упасть с обрыва. Время, чтобы вызвать службы МЧС, не было, и тогда Сергей Лавров и его личный водитель Степан Григорьев предприняли отчаянный и рискованный шаг, чтобы спасти жизни людей. Они поставили свой автомобиль таким образом, чтобы пассажирский автобус не смог скатиться с обрыва, и удерживали транспортное средство в течение получаса, пока не подъехала служба спасения. Только по предварительным данным, благодаря действиям отважного политика, были спасены жизни 13 человек. Ушла из жизни известная российская и советская актриса театра и кино, телеведущая Нина Федоровна Белослудцева. Нине Федоровне было 82 года. Нина Белослудцева приняла участие в съемках более 30 киносериалов. Она являлась ведущей артисткой театра имени Луначарского. Одна из самых главных ролей Нины Белослудцевой – это сериал «Анна Герман». Известная украинская певица Анастасия Каменских получила тяжелую травму при съемках нового музыкального клипа. По предварительным данным, Настя Каменских упала с высоты и на данный момент была госпитализирована. Состояние певицы удовлетворительное. Вчера вечером сына Филиппа Киркорова, Мартина Киркорова, в тяжелом состоянии доставили из Болгарии в Москву.
Сын Филиппа Киркорова после получения травмы длительное время находился в Болгарии, однако местные медики не смогли добиться положительного результата, и семья Филиппа Киркорова вновь перевезла Мартина в Россию. Стало известно, что Филипп Бедросович Киркоров и его семья вновь будут обращаться за помощью к антикоррупционному комитету и российским медикам, которые уже проводили срочные операции Дэне Байсарову и Елизавете Галкиной. Напомним, что сын Филиппа Киркорова получил травму еще в конце 2024 года в результате конфликта со своим отцом. Команда Никиты Михалкова вновь совершила доброе и благородное дело по отношению к жителям Курской области. Совсем недавно Верховный Главнокомандующий Российской Федерации распорядился оказать каждому жителю Курской области, потерявшему жилье, финансовую помощь в размере 65 тысяч на человека ежемесячно, а организация Никиты Сергеевича Михалкова решила поддержать и продолжить инициативу президента. Главный финансист организации актер Юрий Назаров сообщает о том, что команда Михалкова перечислила каждому жителю Курской области финансовую помощь в размере 100 тысяч рублей. Известный российский актер Тимур Батрудинов, который несколько недель назад совершил героический подвиг во время участия в спецоперации, пошел на поправку и в конце этой недели будет выписан из больницы. По мнению лечащих врачей, Тимуру Батрудинову еще придется полностью восстановить свои силы, и на это может уйти не один месяц, и после этого Тимур Батрудинов приступит к исполнению своих профессиональных обязанностей. Большое несчастье произошло в семье известного эстрадного певца, сотрудника комитета Вячеслава Малежика. Во время туристического отдыха на Алтае погиб молодой российский певец, младший сын Вячеслава Малежика Иван Малежик. Иван Малежик во время отдыха погиб вместе со своим сыном. Точные подробности трагедии пока неизвестны. Ивану Малежику было 37 лет. Он был российским певцом патриотической песни. Напомним, что это уже не первая трагедия в семье Вячеслава Малежика. Полгода назад во время участия в спецоперации погиб внук Вячеслава Ефимовича. Новости из-за рубежа. В Индии, в штате Уттарханд, в результате нападения тигра погиб артист местного театра Синда Удаланд. У артиста было две профессии. Он работал в театре, а по совместительству пастухом. Чрезвычайное событие произошло, когда он пас рогатый скот. Сегодня день рождения у двух известных российских артистов. Эстрадного певца Вячеслава Малежика, которому исполняется 78 лет, и российского актера Игоря Бочкина, которому исполнилось 68. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.